Всем привет! Почтовый четверг вернулся, у меня накопилась куча писем, немного посылок и, конечно же, тонна хорошего настроения. Пишет мне Владимир из Нижегородской области, город Выкса. Он мне пишет, что присылает мне, значит, картридж для 3DS. Здесь игра Dead or Alive Dimensions и что-то написано по-немецки. Спасибо большое, у меня такой нет. А также присылает мини-фигурку Человека-паука и Бэтмена. Вот такой вот белый необычный паучок. Жалко, в Лего такого все еще не выпустили. По-моему, что-то подобное мне уже присылали. И вот такой Бэтмен с очень забавным бета-рангом на бублике. И Владимир задает вопросы. Будешь ли ты продолжать снимать Лего Marvel и DC? Странный вопрос, потому что это мои любимые серии, и по мере выхода я стараюсь снимать все наборы. Про DC, правда, еще пока не успел снять все, что сейчас продается, но по Marvel-то уж точно. Ну, обе серии очень люблю, и заканчивать про них снимать не буду ни в коем случае. Когда ты снимешь геймшелф про Sega 32X? Пока не знаю точно, есть некоторые нюансы, надо еще в нее побольше поиграть, чтобы было хотя бы что рассказать. Пока не собираюсь снимать, позже будет ролик. Желаю тебе миллион подписчиков, особенно на лайв-канале. Спасибо огромное. Следующее письмо от Ержана из города Волгоград. Он говорит, что очень любит комиксы, у него есть куча номеров черепах от IDW, 13-й выпуск Ашета, и он мечтает сам создать и нарисовать свой комикс. Ну, в таком случае тебе нужно идти учиться рисовать первым делом. Мой тебе совет. Желаю здоровья и много подписчиков. Спасибо огромное. Вот такое вот небольшое письмо. А следующее письмо из Узбекистана, город Ташкент, от Артура. Артур мне пишет, что смотрит канал уже год. Мне нравится твое творчество, особенно Брикворм. Я первый, кто написал из Узбекистана. Больше сказать нечего. Желаю тебе много подписчиков. Мы тебя очень любим. Спасибо за хорошие слова. Отправляю тебе комикс Лего Черепахи и Странного Гладиатора. Надеюсь, у тебя такого нет. Правда, никакого гладиатора в письме не оказалось. Может быть, ты просто забыл его положить. А комикс очень забавный. Ninja Turtle. Это такие копии Лего Черепах. И они еще помимо самих фигурок выпускают комиксы. Господи. Человек с именем, начинающимся на букву Е, высылает мне из Великих Луков. В общем, из города Великие Луки. Здесь только инициалы, поэтому не знаю твое имя. Высылает, значит, недостающую карточку по боевой четверке. И несколько наклеек. И говорит, что пока ничего больше отправить не могу, так как сломана нога. Не бывает такого, чтобы человек мало прислал. Это же ваша инициатива, а не моя. Постскриптум. Карточка сохранила запах. Дымовые бомбы. Потри и понюхай. Пахнет, по-моему, бумагой. Ладно, спасибо огромное. Если действительно у меня карточки этой все еще нет, то в ответ отправлю тебе 3. Следующее письмо от Иванова Дмитрия из города Москва. Прости, если не похож. Да мне кажется, одно лицо буквально. Привет, Коля, я обожаю твои передачи и отсылаю тебе карточки. Вот такое небольшое письмо и действительно несколько карточек по черепахам. Спасибо. Карим из города Уфа тоже решил меня нарисовать. Мне кажется, тоже очень похоже. Отличные рисунки, все очень круто рисуют. Привет, Николай, меня зовут Карим, мне 10 лет, отправляю тебе карты, пишу из Уфы. Карты есть. Вопросы. Сколькикомнатная квартира у тебя? Одна. Будет ли обзор на Beats? На что, на наушники? Нет, не будет. Будет ли сходка в Уфе? Не знаю. Если буду в Уфе, будет. Если не буду в Уфе, не будет. Денис из города Москва пишет. Ты так общаешься интересно со своими друзьями, так интересно играете, что мне захотелось быть вашим другом. Это, кстати, очень приятно. Я так же, как и вы, играю во всякие игры на компьютере и PlayStation. А вот как раз можешь добавиться на PlayStation ко мне в друзья. Ник у меня PXLDevil, так же как адрес YouTube канала основного. Добавляйся, я обязательно тебя добавлю. Будешь ли ты снимать про Лего, где будут участвовать
Марвел и Бэтмен и Черепашки-ниндзя. Но Черепашек-ниндзя, скорее всего, уже не будет, потому что Лего больше не сотрудничает с ними, новых наборов не появится. А про Марвел и про Бэтмена, конечно же, будут появляться новые выпуски, как только будут выходить новые наборы. С уважением, Денис. И несколько карточек вот таких вот новеньких было в письме. Спасибо тебе огромное. Снова Уфа, и пишут мне Амир и Альберт. Пишут, что активно смотрят каждое видео на обоих каналах. Спасибо. Я, Альберт, подписан почти со времен 20к подписчиков и примерно полгода назад посадил Амира. Вопросы: будет ли встреча с подписчиками в Уфе? Я не знаю. Мне нужно как-то туда попасть сначала. Я смотрел твое видео и увидел наборы Лего Ниндзяго. Как ты это объяснишь? Однажды мне подарили набор, когда я посещал офис Лего. Я туда приехал, познакомился с людьми, которые там работают, и мне этот набор подарили. Я его не открывал до сих пор. И, конечно же, всякие подарочки. Это куча карточек, которых у меня еще нет. Обязательно проверю. Если действительно нет, вышлю в ответ что-нибудь. И вот такие мини-фигурки клона Лего. Я сначала этих ребят не узнал, ну, кроме Железного Человека. Но в письме написано, что они из серии «Фантастическая четверка. Фонд будущего». Окей. И последнее вот такое вот большущее письмо от Арсения из Курской области, город Курчатов. В этом огромном письме было аж 7 номеров журналов Черепашки-ниндзя Боевая четверка. Спасибо тебе огромное. И вот такое вот большое письмо. Арсений задает вопросы по поводу того, какой будет следующий геймшелф и Брикворм. Я ответить не могу и никогда не отвечаю на такие вопросы, потому что куча людей всегда интересен элемент неожиданности, и спойлерить всем не хочется. Когда ты будешь снимать полку с мини-фигурками второй раз? Уже очень-очень скоро. Немножко свободного времени появится и сразу сниму. Надеюсь, в августе успею. Будешь ли ты снимать обзор набора с зеленым фонарем? Да, надо бы. Будешь ли ты снимать обзор набора с Мэн-Бэтом? Тоже да, тоже надо бы снять, пока он не исчез из продажи. Будешь ли ты снимать обзоры на наборы по Скуби-Ду? Да, обязательно. И будешь ли делать обзор на набор Джокер Лэнд? Да, возможно, он даже уже вышел на момент выхода этого почтового четверга на моем канале. А еще в письме было несколько карточек боевой четверки, которые я сначала не заметил. Хорошо, что ты написал письмо, и я увидел, что все-таки они где-то должны быть. Обязательно вышлю что-нибудь в ответ, если у меня чего-то из этого еще нет. И Вале, конечно же, привет передам. Спасибо за пожелание здоровья и большого количества подписчиков. Переходим к посылкам. Итак, первая посылка на сегодня — это вот такой вот пакетик из Москвы от Никиты. Привет, меня зовут Никита. Мне очень нравятся твои видео Брикворм, Геймшелф и ПЧ, новости развлечений. И отправляю тебе карточки, игру, Лего, браслет и рисунок. И надеюсь, все дойдет в хорошем виде. Вопрос есть: будешь ли снимать GTA 5? Пока не знаю, может быть, летсплеи какие-нибудь сделаю, потому что я до сих пор в него не играл. Но хочу. Кто тебе нравится из черепашек? Конечно же, Эйприл. Кто же еще? Значит, все дошло в сохранности. Тут прям такой, на самом деле, классический лутбокс от моего подписчика. Здесь есть все. Резиновый браслетик, пара вот таких вот рисуночков, всякие разные карточки, значок и игра для Game Boy Advance, само собой на русском языке. Но самое крутое — это, конечно же, фигурки Лего. Это пара ребяток из Звездных войн. Тут вот охранник, из Ниндзяго фигурка, еще какой-то парень. Спасибо огромное. Ну а теперь коробочки. Первая из них из Москвы от имя не написано, только инициалы. Автор посылки Витя, и кажется, он мне уже как-то что-то писал. Мне кажется, я узнаю его почерк. Эти диски уже второй год не могу продать, так забирай их так. Какие диски? Тут довольно много всего, давайте искать. Вот, кажется, это похоже на диски. Да, кажется, это тот самый Витя, который уже кое-что присылал мне для Сатурна и PC Engine, по-моему. Вот здесь вот такая вот игра про футболец. Все для Сатурна. Вот здесь вот тоже спорт какой-то, видимо. Возможно, бейсбол. Возможно, там много всего. Может быть, сборник. Так, это Fighting Vipers. Выглядит интересно. Так, дальше. Все на японском, кстати. Virtua Fighter Remix. Вот это круто. Теперь у меня в коллекции есть Virtua Fighter, да еще и запечатанный. Дальше что-то страшное про всяких роботов. Довольно клево. И снова про всяких роботов. Последний диск. Спасибо огромное на 6 дисков в моей коллекции. Для Сатурна больше. Вся моя коллекция
составлена одним человеком. В общем, очень круто, спасибо. Кстати, игры на дисках можно запустить на эмуляторах, если есть поддержка CD-привода. Но это не так интересно, интереснее на Сатурне. Да, чистить диски лучше белкой, кисть пальцами не мацать. Кисть. Странно, что ты решила заботиться о том, как я чищу диски или картриджи. Дальше написано картриджи спиртом. Wunderswar, это про Wonderswan, что ли, очень страдает от грязи на контактах. И вот до кучи Тау. Если нравится научная фантастика, может и Warhammer 40k понравится. В общем, письмо такое прям наполненное смыслом скрытым. Сейчас буду показывать, что еще есть в посылке. Тут действительно есть Тау из Warhammer 40k. На первый взгляд довольно неплохо покрашенный. Я и сам увлекаюсь Warhammer'ом, просто очень мало времени на покраску, но крашу я орков. Вот такой вот Тау. Клево, поставлю к себе на полочку с своими фигурками из Warhammer. И еще вот такая вот штука перемотанная. Я так понимаю, это тоже диски. Сейчас открою и посмотрим. А это, вы не поверите, снова игры для PC Engine. Вот такая вот. В общем, как обычно, картинки красивые, что внутри непонятно. Таким мне и достался на бумажке написано. И здесь Monster Maker. Дальше идет Super Darius. Кто-нибудь вообще из вас играл это? Вот это красиво выглядит. Дальше Monster Lair Wonderboy 3. Интересно. Вот это жар, оценил бы, написано. Что-то знакомое. То ли он на Game Gauntlet в это играл, то ли нет. Напишите в комментариях, кто в курсе. И вот это он жар тоже в курсе написано. И тоже клево. И еще что-то. Все по-японски. Neo Generation написано здесь, и цифра 2 стоит. В общем, спасибо за диски с классными картинками, они мне очень понравились. И они мне действительно очень нравятся, потому что вот это японское оформление, оно великолепно. И еще одна такая же по размерам посылка, но очень и очень легкая, не написано, опять же, инициалы, город Ярославль. Привет, Pixel Devil, я тебя смотрю уже очень давно и очень люблю Game Shelf, ПЧ Лего. Вопрос номер 1, ты будешь делать обзор на Lego Angry Birds? Наверное, Birds. Да, буду. Мне самому интересно, что из этого сделают. Вопрос 2. Про что будет следующий Game Shelf? Не скажу. Вопрос 3. У тебя есть девушка? У меня жена даже есть. Девушки нет, только жена. А еще я дарю вкусняшки и новый рубль. Опять деньги присылаете. Да, я тебе желаю много-много подписчиков и большого здоровья. Здесь написано «прочитать». Спасибо, сейчас буду открывать все, что ты мне прислал. Вот такая вот действительно вкусняшка. Видимо, жвачка интересная. Первый раз такое вижу. Выглядит клево, так хочется съесть. Следующая вкусняшка от той же компании. 3 кругленьких штучки. Где ж ты их набрал-то таких? Дальше сухари со вкусом аджики. И последняя, господи. Что это? Что это? Мармелад жевательный с жидкой конфетой со вкусом фруктов. И груша с подарком. Игруша с подарком. Так. Я хочу посмотреть. Почему они такие забавные? Блин, тут птицы и свиньи. И какие-то фломастеры. Наверное, их тоже можно есть. Вкусно. Что ж, на этом почтовый четверг подошел к концу. Спасибо вам огромное за все это. А я пошел есть вкусняшки и мечтать о Sega Saturn и PC Engine. Пока. Всем привет, с вами Pixel Devil, и сегодня в рамках программы «Задротская закупка» я буду распаковывать лут-кейс. Некоторые из вас, кстати, уже просили меня в комментариях распаковывать